Сегодня мы приехали в джоб-центр для того, чтобы посмотреть им в глаза. Они, конечно, сделали для нас много хорошего, но под конец подставили нас очень сильно. Через год после того, как мы не получаем никаких денег от джоб-центра, они нам прислали письмо, что мы им должны много денег. Вот такие два огромных конверта. Это шок для нас. Сумма очень большая, и сейчас расскажем вам за что. Эта история будет интересна всем, кто сейчас находится в Германии, получает деньги от джоб-центра или получал раньше, а потом вышел на работу или стал самозанятым. И джоб-центр как бы прекратил выплаты, но не сделал окончательный перерасчет. Вот мы, друзья, не понимали этого момента, что будет еще какой-то окончательный перерасчет аж через год. Потому что мы считали, что они уже нам все перерасчитали еще тогда, когда перестали платить деньги. Конечно, мы бы тогда не тратили эти деньги, мы бы их просто сложили. Они нас, по сути, как бы обманули. Да, есть еще такой момент, когда последние полгода мы получали деньги от джоб-центра, при этом мы уже зарабатывали сами. Мы приходили к своему бюратору сюда и спрашивали, будет ли с нас снято то, что сверх меры, потому что у них там есть такое понятие, как прожиточный минимум. И что мы не выходим за пределы прожиточного минимума, до которого джоб-центр обычно платит. То есть наша зарплата плюс ихняя доплата, это как бы нормально. И нас уверили, вы не будете платить больше, все. Вот сами эти письма. Мы заклеили то, что показывать нельзя на все увидения. И здесь вот написано, что это окончательный перерасчет за определенный период. Да. И здесь в конце прописана сумма 3914 евро. Мы еще не понимая, о чем письмо, мы сразу посмотрели цифры. И вот одна цифра, и вот другая цифра. Все вместе это 4190 с чем-то евро. Да. То есть получается, что за последние полгода нам сделали перерасчет, и очень сильный перерасчет. По сути дела, от нас требуют вернуть всю сумму за тот период. То есть все деньги за последние полгода, которые нам давали, все говорят, верните, потому что вы и так тогда хорошо зарабатывали. Но почему было не сказать нам об этом раньше? В общем, суть в том, что теперь мы должны крупную сумму, 4200 евро, джоб-центру, и причем они требуют вернуть это до 26 марта, друзья. Представьте, 26 марта это буквально через 15 дней. И в течение 2 недель. Где мы возьмем эту сумму, где мы возьмем столько денег? У нас вообще на самом деле денег впритык. Даже если мы займем, попробуй их положить на карту, объясни это все. Это Да. такая... То есть нельзя в Германии крупные суммы просто так наличными вводить на карту без объяснения, откуда они взялись. Мы недавно, в феврале месяце, сдали декларацию годовую за свою деятельность на YouTube. И по этой декларации нам насчитают налог в этом году. И то есть мы должны будем еще приблизительно, мы так прикинули, заплатить 800 евро налога. Да, эти деньги у нас есть, на налог мы рассчитываем. Если бы мы знали, мы бы отложили, держали бы там 5000, допустим, на карте. Но теперь это все плюсуется, и получается в сумме у нас будет 5000 долга Германии. Да? Где их взять? Но благо они там предусмотрели, все-таки в Германии законы разработаны четко. Там в конце письма было написано, что мы можем обратиться в инкассо-сервис, который, кстати, эти деньги требует, не джоб-центр, а инкассо-сервис какой-то. И этот инкассо-сервис, рассмотрев наше дело, может нам предоставить рассрочку на этот платеж, но для этого нужно им выслать все наши рехнунги, то есть все наши банковские счета с доходами и все наши расходы, чтобы они сопоставили, насколько мы богатые люди, сколько в месяц мы можем им выплачивать. Но у нас получается, что мы еще не то что бедные, а за чертой бедности. Но мы, кстати, это рассказываем не для того, чтобы пожаловаться. В общем-то, в какой-то степени мы сами виноваты в этом. Просто мы рассказываем про Германию и про то, какие случаи происходят с людьми. И как люди выходят из этих ситуаций. Вообще мы очень доверяем Германии в том, что она не оставит людей на улице голодными, холодными. Германия классная страна в этом плане. Я, конечно, не знаю, как с нами будет. Мы потом все это расскажем, покажем, как вот продолжение этой истории, что нас ждет. Ну, да. Германия предусмотрела в случае нищеты рассрочку. Это вообще классно. Для нас это
спасения. Дождь пошел. Ай, Вау. ай, где мой капюшон? Все. Вот, Ой, вот так вот. письмо, ладно, письмо от джип-центра промокнет, спрячь. Важные бумаги мокнут, друзья. Камера упала, короче, Блин, все. ну ты даешь. Выключи. Поломалась. Камера упала. У нас тут недалеко живет друг Даниил, который, кстати, тоже получил определенные проблемы от джоб-центра. Тоже они просят его вернуть какие-то деньги, поэтому мы сейчас к нему зайдем, и он нам об этом расскажет. Лада побежала взять каких-то вкусняшек в турецком магазине, чтобы с пустыми руками не идти в гости. А тут такой дождь пустился вообще. Вчера моя машина прошла тюф. Я вчера это снимал, вам покажу в этом видео. Но когда я снимал это, я еще не знал, что будет сегодня, что у нас появится этот огромный долг. И очень сильно радовался. Это пример того, как не надо радоваться сильно тому, что вышло что-то хорошо, потому что на следующий же день может оказаться что-то нехорошо. Ну что? Смотри. В общем, я знаю, что Даня любит. Па-бам! Это пахлава турецкая. Ух ты! Да. 12 евро. 12 евро. Очень дружелюбные турецкие мужчины. Продают, да? Да. Не знаю каким образом, но здесь постоянно выставляют какие-то агрегаты интересные. На данный момент, по-моему, это сушилка. Да, Ладусь? Как ты думаешь, это сушилка или... Но это не машинка стиральная. Не стиралка, да? Функционирует ног. Ног это значит, еще работает. еще работает. То есть она не совсем хорошая, но еще работает. Такая большая. Нужна нам сушилка? Будешь сушить белье? Нет. Все, тогда мы... У нас есть балкон. Я думаю, она много энергии жрет, Лад. А это дополнительные ежемесячные платежи. Там всегда монтулит что-то, а тут я сюда монтулю. Сегодня ты занят, да? Не занят, нормально, монтулю себе потихоньку. Мы на 5 минут. Че на 5? Нормально. Но мы тебе купили Ничего себе, Вита. то, что ты любишь. Это же Посмотри. Вита, это мое самое любимое. Вот. Сработает. Мах на мах. Я тебе пирожные, ты мне чай с розой. Слушай, мы так давно уже не были у тебя в гостях, не пили тут чай, кофе. Вообще самое было классное время, когда мы сидели в лагере, и Даня иногда уезжал и нас тут селил. Ну я ж понял, что вам там не очень уютно. Да, в том да, лагере. я настолько для меня это было, знаешь, Отдушина, да. цивилизацией. Привет, Дань. Слушай, ты сразу... Музыкант сразу с гитарой, он и должен быть. А ну-ка давай. Закрывай. И мне эта квартира навсегда теперь останется каким-то вот Райским чудом, райским уголком Германии. Вот тут прям вся Германия в этой квартире, потому что это что-то немка есть. тут жила. Да, здесь такой именно как бы, если расклад, уют, как был у тети, которая тут жила. Представь себе, картины. А ты по-прежнему также и платишь? Сколько ты за нее платишь? Меньше даже, чем 300. Ого, это без Небенкостен, да? Просто сама квартплата. Сама квартплата снимает с меня этот Бауш Парферайн. И еще Небенкостен, Отдельно, да, я плачу за электричество, за газ, понятно. Много. Ну, там какое-то, да. Помнишь, мы ездили в это ЕВФ? Да. Платил много. Платил что-то там по сотне там В месяц. за электричество, за газ. И мне все говорили, что это за цены такие. А оказывается, я переплатил в первый год, и потом они как бы делали перерасчет, и я там долгое время вообще не платил. Джоб-центр заинтересовался, говорит, где твои счета, что ты платишь? Это То было есть вообще подозрительно. классно, да? Да. А сколько у тебя в месяц уходит со счетами, с квартирой? Ну, Интересно. я думаю так, что уходит где-то 500 на квартиру и уходит на страховку медицинскую. Тоже на нас с Лизой
вместе уходит там что-то 100 с небольшим. Ну, тоже Это очень мало. вообще Да. шикарно. Да, потому что половину платит еще Кюнстлер Соціалькаси. Я же Кюнстлер. Да. Да, Кюнстлер. да. Митець. Це по-українськи митець. Расскажи, что это есть такая организация, Организация, которая помогает людям искусства как типа подняться на ноги. Класс. Что ты приехал, оно на тебя берет расходы. Если ты раскручиваешься и у тебя там идут больше какие-то доходы, то ты как бы отчисляешь в эту кассу. Они там автоматически с тебя тоже снимают. И получается так, что если у меня дела идут хорошо и я зарабатываю, касса это с меня списывает, и оно может пойти там на поддержку каких-то начинающих мытцев. Или если кто приехал там куда-то. Представляешь, как хорошо, а вот для ютуберов такое не сделали. Может, для ютуберов тоже Не, мы не есть. входим в это. Нет. Вот ты проверял, да? Дело в том, что ютуберы зарабатывают на рекламе, это считается уже как просто Да. коммерция, да. Да, это коммерция уже. Если бы ты чисто мистецьке щось Да. на ютубе робив, да? Да. Ты что же сейчас уже от джоб-центра не получаешь денег? Да, и я даже заплатил назад. Мне раньше, чем есть вам пришли. Наша Серьезно? ситуация. вот. Да, такая. Сейчас я принесу еще колу. Представляешь, Дождь превратил наше письмо из джоб-центра в какую-то если тряпку. нам придется куда-то слать, будет Не, стыдно. нам Вы его утюгом проутюжите. Хорошо. Тебе за что прислали? Ситуация такая же, что я работал и получал от них помощь. Да. И они потом это пересчитали. Они сказали, ах, так ты работал, а мы тебе платили, а ну давай назад нам. И сколько они потребовали? 800 и что-то там еще с Лизы там Вернуть, 200. да? Да. С Лизы даже. Даже с Лизы почему-то, но они как бы так раскидали на нас. Они на нас на двоих раскидали, но там получалось, одно письмо пришло просто на имя Лизы, я был очень удивлен, поехал туда узнавать, а мне там тетя сказала, да, это все формальности, вы все равно одним пакетом у нас тут проходите. семья, Да, да. а там типа Лизу за что-то там типа штрафуют. В прошлом видео я уже рассказывал, что сейчас я делаю тюф на свою машину. Вот она стоит. Вчера целый день она была в мастерской, я ее вечером забрал. И здесь уже сделали то, что они обещали. Посмотрите, какие фары теперь прозрачные, отполированные. Резину не поменял, потому что у меня ее вчера не было еще. Вот она лежит, у меня здесь новая резина. Вот, по 35 евро за штуку. И там старые летние колеса лежат. В общем, они должны это поменять сегодня. И все. Тюф закончен. Но я вчера спрашивал, сколько же денег будет стоить мне этот тюф. И они не говорят, не сказали. А дали мне такую бумажку вот здесь. В этой бумажке написаны целый список ошибок, которые были обнаружены при компьютерной диагностике. Вот такой большой список, там штук 10 ошибок, наверное. Я забил это в GPT, а там такие ошибки написано: недостаточно заряжает генератор, а потом термостат неправильно выдает, там какая-то дроссельная заслонка неправильно работает. В общем, на аккумуляторе низкое напряжение. Массу ошибок мне написал. И Джимини сказал, что если это все исправлять, то это будет достаточно дорого, потому что, например, если генератор, его нужно либо чинить, щетки там менять, либо вообще менять этот генератор. Почему я именно в эту мастерскую обратился? Потому что я здесь 2 раза ремонтировался до этого, сцепление менял. В общем, сделали хорошо все. Мне тогда понравилось. Надеюсь, в этот раз все будет супер. Не насчитают мне, по крайней мере, лишнего. Сегодня у меня просто счастливый день. Моя машина прошла тюф, и причем прошла его недорого. Я рассчитывал потратить уже около 1000 евро на свою машину, потому что она у меня не новая, далеко не новая. Вот я вам уже ее миллион раз показывал. Но смотрите, тюф обошелся мне в 490 евро. Всего лишь, друзья, 490 евро. Это вместе с тем, что они мне поремонтировали машину. Они переставили мне новые шины, сюда поставили. Вот я еще сюда колпаки потом поставлю. Видите, тут заметно, что балансировку сделали. Они сделали мне ручник. Ручник теперь классно держит. Еще вот эти компьютерные ошибки, как он мне показал этот листочек. Я думал, за каждую ошибку там будут деньги насчитаны. А он сказал, просто сбросили мы эти все ошибки, все там нормально. Короче, вот Рехнунг, то есть счет
Тут есть подробное описание тех вещей, которые они проделали. И они ничего не меняли, по сути дела. Вот. Дальше синяя бумажка, это у нас сам ТЮФ, это основной документ. И тут еще какая-то дополнительная бумажка. Вот тоже. Вот это тоже с печатью, наверное, какой-то документ важный. Еще мне наклейку на номер поставили новую. На задний номер клеят какую-то наклеечку такую, по которой полиция, видимо, определяет, есть новый ТЮФ или нет. Сам ТЮФ стоил 105 евро. Это в половину дешевле, чем в прошлый раз, 2 года назад. 2 года назад я заплатил за ТЮФ 260 евро. Почему такая разница, я не понимаю. Причем там тоже был ремонт, отдельно шел ремонт. Там, правда, у меня еще какой-то Datenblatt был, какой-то, короче, листок, которого в Украине не существует, а здесь как бы они сделали. Может, за этот листок взяли, конечно. Сама замена резины и балансировка дисков 72 евро. Плюс к тому же они открутили те колеса, которые были у меня зимние, с дисками, сняли и прикрутили назад. Это получилось 25 евро плюс. И еще утилизация старой резины. То есть они мою летнюю резину мне назад не вернули, а выбросили, правильно сделали. За это они взяли еще 20 евро. В сумме получилось около 120 евро. Так, полировка фар, вот я говорил, 38,95. Ручник тоже стоил 38,95. Ничего они не меняли, просто поднастроили. И это чувствуется. Так, сварочные работы по порогам. Была коррозия и, значит, 38,95. Это я сейчас читаю расшифровку, которую для меня сделал ИИ. И, в общем, компьютерная диагностика стоила 21 евро 90 центов. Все, вот чистая стоимость работ 323 евро 89 центов. Плюс НДС 19%, это 60 евро с лишним. Ну и сам техосмотр 105 евро, в сумме 490 евро. Это вообще бомба. Я очень этому рад. Кстати, наши зрители не знают о тебе ничего, о твоей дочке ничего. Да, Мы никогда не расскажи. показывали просто дочку, потому что, ну, она маленькая, скромная и не любит как бы сниматься. Если сейчас придет, может быть, мы спросим, может, она покажется. Но расскажи, как ты сюда приехал и сколько Лизе лет и как она учится, где она чем Очень много занимается? комментариев спрашивают о тебе, Даня, ты обязан. Лизе было 12 лет. Ей только исполнилось 12 лет. Через месяц началась война. И я с Лизой ехал сюда совершенно легально, как отец, одиночка. И меня выпустили. Лиза тут буквально на 2-й месяц пребывания здесь пошла в школу. Такая была вальдорфская школа раньше, потом она стала называться просто Фрае Шуле. Они как-то от этой вальдорфской системы откололись тут в Гайслингене. Потом она пошла в школу, где я работал. Она сказала, что это слишком такая странная для меня система в этой вальдорфской школе. Она просто сидела и без всяких подготовительных курсов должна была включаться в немецкоязычный процесс. Ничего себе, с немцами в С классе? немцами в классе сидела, и она там вообще ничего не понимала. И ей там Какой что-то стресс для ребенка. Да, ей там задавали что-то писать много, и она писала так, довольно старательно и красиво. Но говорила, что я там ничего не понимаю. Но она способна. Я так не вытяну в таком режиме вообще, типа, давай меня в нормальную. А потом я выяснил, что там в этой школе есть курсы подготовительные, где люди занимаются только немецким. Все дети, причем неважно, там разных классов были дети. Года на 2, на 3 меньше, чем Лизе. Были кто-то постарше. Потом, в зависимости от успехов, люди могли либо перейти в немецкий класс, либо еще оставались там на 2-й год. И вот Лиза там оказалась одной из самых таких продвинутых. Ее начали уже там в той школе отправлять в нормальный класс немецкий, что для нее тоже было стрессом. Умничка. То есть она еще до того, как закончился первый этот подготовительный год, уже ходила на занятия там с немцами. Ну, понятно, что ее это не радовало абсолютно. В общем, у нее стресс был такой. Стресс был огромный, она не хотела тут оставаться. Она хотела в Украину. Она говорила, никакого будущего тут нет, никаких шансов нет.
все у меня родственники там, все друзья там, я туда возвращаюсь, с тобой или без тебя. Ты же скажи, сколько лет ей? Все, 12 ей было. Тогда, да. Меня тут абсолютно ничего не привлекает, я тут не вижу будущего, никаких шансов у меня нет, я абсолютно не способна в это включиться, в весь этот процесс, ничего не понимаю в школе. Но потом ей предложили, ее подружка старшая, которая тоже здесь в Германии, сказала, что вот у нее такая тяжелая стрессовая ситуация, у нее депрессия, и она нуждается в помощи, и мы обратились в клинику психологическую здесь. Ого. И этот процесс очень Лизе помог. В основном Нам тоже надо. в основном это был немецкий. Это вхождение в среду, потому что там никто не говорил На немецком. по-русски или По-русски. по-украински. А. Никто не говорил вообще. Вот она должна была там пару месяцев в абсолютно немецкоязычной среде с утра, ну и там как бы и ночевать, такой стационар. И она там реально как бы сделала рывок. Она там, Это ей помогло вообще она реально адаптироваться. адаптировалась. Уже потом в школу она пошла, все без проблем. Класс. Я приехал сюда с Лизой, но ко мне приехала моя старшая дочка с мамой, моей первой женой. И мы жили все вместе. А потом к ним еще приехал с Украины муж моей дочки, мой зять. И стала вообще там рукавычка просто. А, вы жили вместе Да, с семьей, да? Да. У тебя была жена, да? Получалась жена Ты ж объясни. моя бывшая жена. Мы Бывшая с ней не жили как муж с женой. И даже мы в джоб-центре там не значились как Семья, да? как семья. Было не очень комфортно. Особенно, когда еще там Ну, я представляю. добавился человек, то уже я сказал своим знакомым из хора, мы хотим с Лизой типа Отдельно. отъехать, отделиться. И мне нашли эту квартиру. Как? Там как раз так совпало, у одного из хористов умерла мама. Это не была квартира мамы, это просто была арендованная квартира. Арендованная. И она на тот момент резко освободилась. Да, она резко освободилась, и мне сразу составили такую протекцию, поехали со мной в этот Баушпарнферайн. Наверное, если бы просто какой-то человек, там украинский беженец сюда пришел, ему бы сказали не-не-не. А так уже меня порекомендовали, По рекомендации. со мной туда приходили, там все документы заполняли, и мне, в общем-то, это устроили вот люди из Круто. хора. Если я правильно понимаю, в этом доме живут только немцы, да? Не только немцы. Но в основном, да? Но я думаю, что люди, которые более-менее как-то уже не так ты просто приехал и тебе дают здесь квартиру. Ты приехал с Украины. Не социальное Иска- жилье. Это социальное жилье, но оно не такое немецкое социальное Немецкое жилье. социальное. Не для беженцев. М. Не для Не беженцев. богатые, Да. обыкновенные немцы живут. Вот так. Мгм. Мгм. Мы просто живем в районе, где живут одни турки. Ну, да. мы в Турции живем вообще. Да, Даня в Германии. Да, да. В этом разница. Хорошие соседи. У меня тут были проблемы, когда мы начинали репетировать в квартире. Мгм. Громко. Да? Да, надо мной тут жили два очень таких человека, которые, видимо, постоянно были дома, и им сильно мешало. Хом-офис был, М. какие-то вели там бухгалтерию или что-то, какие-то расчеты. И вот они потом съехали. Из-за тебя. Я не знаю, я уже так, ну, как бы стал, меня это очень напрягло, я из-за этого начал на улице играть. Да, вот почему Даня ездит теперь. Я подумал, ну блин, невозможно так заниматься. Если ты сидишь и думаешь, ты мешаешь. Ну, конечно. Ты мешаешь. И ты пошел И я думаю, пойду лучше на улицу. еще и буду играть. деньги за это Мы вчера зарабатываешь. с Даниилом, как раз я встречал его на вокзале. Вот сейчас мы это и покажем, да? Мгм. Как ты приехал и как мы с тобой сыграли. Да, отлично было. Вообще я приехал сюда встретить своего друга на вокзал, Даниила, музыканта. Он сейчас уже не получает денег от джоб-центра, поэтому ездит зарабатывать в шляпу. То есть играет на вокзале в крупном городе где-то в шляпу. Hallo Freund, wie geht's dir? Geht's gut. Gut? Wir Сколько? fahren in Göppingen. Ага, Ohne Melodika 9 Euro. ага. Mit Melodika noch 25. Перевожу. Короче, он играл в Гёпингене сегодня на улице, где-то в переходе, да? Наверху над путями. Да.
на аккордеоне. Привет. Там были зрители, Ага. которые сказали: Украина с нами, Виталику привет. Тебя узнали, да? Да. Ну, в общем, ты играл на аккордеоне и Без на мелодике. Сначала без мелодики, заработал за час 9 евро. Ага. Но это я, конечно, играю больше для себя, там и людей-то нет особенно. Ну, А потом сделал перерывчик, мгм. выпил кавы за полчасика 25 с мелодикой. Это отличный результат. Тебе надо уже положить Сейчас на мелодике что-то сыграем. прямо сейчас, вот здесь. Ну, где-то сыграем. Сегодня погода хорошая, завтра дождь будет. Давай Да? сегодня сейчас куда-то место найдем красивое, я на мелодике сыграю. Я смотрю, мама у нас сегодня гуляет более проворно, чем обычно. Мы сегодня без коляски. Да, Ольга Лукинична? Как же, весна. Как вы себя чувствуете? Мама лучше себя стала чувствовать. Расскажите, гуляет каждый день. Что случилось, мамусь? Пигулки помогают. Да, Помогают, Помогают. да. я себя чувствую лучше. И вроде в голове яснее. В голове даже есть. Да. О, Может весна, а может пигулки. Может, ты и Что-то немецкий, помогает. может, ты немецкие слова вспоминаешь? Вспоминаю, только трудно. Но еще что я ж знаю так, как нас учили немецкому языку, а тут все по-другому, поэтому сложно. А так бы Ольга Лукинична все понимала. Просто тут по-другому говорят, правильно? Произношение другое. Ну, это да. В Украину Может уже быть. не тянет сильно так. Тянет, Все равно, да. тянет. Да посмотри, как тут Всё равно. красиво. мам. Красиво, но дома лучше. Взяла Ольги Лукиничну, раздела. Холодно стало, да? Да, дует ветер, пришлось платок одеть. Правильно. Утро, конечно, всегда тяжелое время. Приходят какие-то мрачные мысли. Мы с Ладой сегодня проснулись и начали по новой пересчитывать все, что с нами произошло. Думать, почему именно такая сумма. И высчитали. До того, как мы стали сами зарабатывать, они выплачивали нам в месяц 1762 евро. Эта сумма не приходила нам на карточку, приходила нам 1000 евро на карту, я немножко округляю, а остальная сумма шла на оплату квартиры сразу нашему арендодателю и сразу в Кранкенкассу, то есть медицинская страховка уходила куда-то, мы даже не знали, не видели эти суммы. Нам на карточку приходило 1000 евро на двоих. После того, как мы стали сами зарабатывать, нам урезали платежи на 240 евро в месяц всего лишь. То есть они посчитали по нашим данным, что мы не сможем жить, если они нам ниже урежут. И целых полгода мы получали деньги чуть меньше, чем обычно. При этом мы зарабатывали и ежемесячно сообщали им, сколько мы зарабатываем. Мы отсылали им каждый месяц с банка выписки, что вот в этом месяце мы заработали 1000, в этом 1500. И так каждый раз. С Ютуба, то есть информацию с Ютуба, сколько нам YouTube платит, и из банка, сколько нам приходит, все чисто, у нас было прозрачно. И я все время спрашивала, нам надо будет что-то возвращать, это как вообще? И ошибка, они все правильно сделали, у нас претензий к ним нет, но ошибка в том, что они нам не сказали, что это предварительно, они нам сказали, ничего не надо возвращать. И мы как бы эти деньги, вместо того, чтобы хранить, Мы их потратили. мы естественно. съездили, путешествие сняли для вас ролики. То есть тут произошло такое недопонимание, мы не знали, что они сделают этот такой радикальный пересчет. И нас 3 раза заверили в том, что
Не надо ничего. ничего. Пересчитывать не будут, что все будет хорошо. Вот если вам уже выплатили эти деньги, независимо от того, сколько вы заработали, с вас ничего уже больше не снимут. И целый год мы спокойно себе жили, ничего такого и не думали. И это, между прочим, надо знать всем, кто после джоб-центра устраивается на работу, потому что это не только те, которые как самозанятые мы. Например, нашим знакомым пересчитали, и они вернули 1000 евро. И если даже вам говорят ваши операторы нет, то вы имеете в виду, что они ошибаются. Вот как в нашем случае, из-за них мы вот сейчас в такой плачевной ситуации. Мало того, Виталик сегодня панике, расскажи, это кошмар. Лада Что с ним случилось с утра? Лада взяла и посчитала ту сумму, которую они нам за эти полгода вообще выплатили. Получилось, что они нам заплатили около 10 тысяч за те полгода, за которые они сделали перерасчет. Ну, вместе с квартирой, совсем вместе. Около 10 тысяч. И теперь они хотят вернуть 4200. А я такой подумал, а точно 4200? Потому что если они выплатили нам около 10 тысяч и прислали 2 письма, Виталик на измене говорит, это ж, наверное, 2 письма. Одно мне, да. Одно ему. Это значит, нам 2 раза по 4000, да, нам 8 надо отдать. То есть, получается, Ладе прислали письмо, где написано 4200, мне прислали письмо с такой же цифрой. Это получается, мы каждый должны заплатить по 4200. И тут меня накрыла паника вообще. Мы не знаем, где эти деньги взять. А представьте, мы еще должны им 8400, короче. В общем, мы полезли, как обычно, в GPT-чат. Да, вот. Я стал консультироваться у Джимини, да, типа, и все ждал, что он мне скажет, нет, это один платеж, это просто так. Короче, начал ему забивать данные из писем и кинул ему платежные данные. А там под платежными данными стоит 2 разных номера. То есть это разные платежи по номерам. И я такой, так посмотри, здесь разные платежи. Он говорит, да, это разные платежи, поэтому вам придется платить тебе отдельно, жене отдельно. И я такой, да ты ж... Это раздевало. Короче, я до сих пор в панике, хотя потом якобы GPT опроверг эту информацию. Он сказал, что эти 2 разных номера это внутренние номера джоб-центра. Ну да, там одно письмо большое, основное, а второе это уведомление для Виталика, как он объяснил, что это просто банковская система, им так проще учитывать, потому что вдруг мы разведемся, то у отдельно, каждого да. свой номер. А так они считают нас как одну семью, и из-за этого в одном конверте все наши декларации, вот такое толстое письмо, которое на мое имя пришло. В основном письма от джоб-центра всегда приходили на Ладино имя. И как бы Виталика она основной как бы человек в семье наверняка. Матриархат. То есть женщина. Короче, важнее. Паника до сих пор у меня не прошла, честно вам скажу, люди, потому что я хотел уже бежать в джоб-центр, но он работает до обеда всего лишь, и я не успел сбегать для того, чтобы точно спросить, это 1 платеж или 2 на каждого человека. В общем, мы это еще узнаем, вы за нами следите, если мы в этом выпуске не сделаем, то мы в следующем узнаем, но сейчас куда мы идем, расскажи. Сейчас мы идем распечатывать письмо для инкасса, то есть инкасс это организация, куда мы должны эти деньги заплатить. Они требуют, чтобы мы заплатили эти деньги до 26 марта. Осталось 2 недели. А у нас нету таких денег. И поэтому пишем письмо им с просьбой дать нам возможность заплатить в рассрочку. Причем GPT опять же нам подсказал, что нужно просить минимальную сумму ежемесячного платежа 30 евро. То есть мы высылаем им всю зарплату, все доходы свои, все поступления. Эти все деньги были без учета налогов, которые мы должны заплатить еще. Вот, и мы это все им объясняем, и вот хотим сейчас все объяснить и попросить рассрочку. И смотрите, мы просим 30 евро в месяц, и знаете, сколько мы будем выплачивать, если они согласятся на 30 евро в месяц? Мы будем выплачивать 11 лет с половиной. Поэтому мы не знаем, как это все будет, в общем, мы вместе с вами будем за этим всем следить. Нам самим интересно, вообще дадут нам рассрочку, не дадут рассрочку. Возможно, они скажут, давайте больше, рассрочка на большую сумму. То есть мы согласны. Начнем с 30. Да. И мы же одно письмо электронное отправили. Отправили электронное, сейчас да. хотим бумажное, причем заказное хотим отправить, чтобы уже точно знать, что оно дошло, что они это все получили.
И просто меня интересует такой вопрос. 11 лет – это же большой срок. Наверняка они не согласятся, но если согласятся, друзья, то им придется оставить нас в Германии, потому что если мы уедем… Кто будет платить? Да. Ну, а возможно, нам, в принципе, по закону сейчас до 27 года, до 3 марта мы здесь. Поэтому, возможно, они на год дадут рассрочку. Да, всего лишь не на знаю. год. Тогда нам придется выплачивать Да. ежемесячно очень крупные суммы. В Что, общем, друзья, ставьте нам лайки хотя бы, потому что для продвижения видео, чтобы Да. мы хотя бы на видео потому могли. что нам сейчас очень Да. требуются деньги, чтобы выкрутиться из этой неловкой ситуации, если не назвать ее более печальной. Номер такой 999, перевернутый 666. Это столько, сколько нам платили. Заказ номер 999 распечатывается. Обалдеть. Похоже, здесь в Теди продаются вот такие вот конверты большие. Надеюсь, это они. Вот. 1 евро стоит. 1 евро стоит такая пачка. Их тут несколько штук. Этих конвертов. Может, еще придется платить. Написано 6 штук. Да. Мгм. А размер как у бумаги. Ну, все отлично. Даже не знаю, все такое красиво. Возьми 4 ручки сразу за 1 Вот евро. эти, да? Да. Все, пойдем. Некогда. Надо в Джобцен спешить. Письмо на подпись. Так, я подписал, теперь ты. Здесь у нас в городе есть отделение почты ДХЛ, которое в основном пустое, никого нету, поэтому мы сюда приехали. Вот, Влад, покажи письмо, мы его оформили, здесь вот адрес Инкасса Сервис. Это туда, куда мы его отправляем, в ту организацию, которая хочет от нас денег. Почему мы отправляем заказным письмом? Потому что это надежно, то есть они уже не смогут сказать, что мы им ничего не отправляли. Ух ты, а сегодня тут очередь. Я ошибся. Хорошо, что мы конверты купили в Теди, потому что здесь продаются, но они здесь гораздо дороже. Они стоят 10 штук 9 евро. То есть А вот почти... 5 штук 3,50 тоже дороже. Вот. Или 5 штук по 3,50 тоже можно. А мы купили за 1 евро 6 штук. Guten Tag. Können wir diesen Brief als Einschreiben Einwurf Ja, verschicken, ja? ja, können wir machen. Dann wäre es 4,15 bitte. Für 15. Mhm. Ja. Da geht's hin. Und Quittung, können wir diesen ist Quittung unsere Brief verfolgen, ja? Können Sie verfolgen mit der Nummer. Oh, diese Nummer, Ja. unsere. Aha, О, okay. dankeschön. Ну все, мы справились. Надеемся, нам дадут рассрочку хоть какую-то. Так, надо спрятать этот чек. Это очень важно, потому что вот этот номер наш, письма, вот этот номер очень важный. Номер отслеживания, да? Это номер отслеживания, Вот. по которому, если вдруг письмо потеряется или что-то будут какие-то вопросы, мы не виноваты, мы все сделали. А помнишь Правильно. посылку в Польшу, которая пропала? Вот я получил такой чек, но не знал, что в нем номер, и выбросил его сразу же. Я думал, это чек за коробочку просто. Вот, так нельзя делать. Теперь мы знаем. В прошлый раз, когда мы рассказывали, что маме сейчас не очень, со здоровьем было трудно, тогда нам очень много советов поступило от наших зрителей, как помочь, и витамины там советовали, и всякое другое. Спасибо большое, мы кое-что делаем.
кое-что не делаем, ну, все Да. помогает хорошо. Но, как видите, маме стало Да. легче. Мне кажется, даже из-за психологической поддержки. Да. Мама сейчас выходит на улицу, и ее на улице иногда узнают наши люди в городе. Она говорит, сижу на лавочке, как там, мам? Подходят люди, да, и начинают спрашивать, как ваши дела, Как ваше здоровье? как Чем вы здоровье. занимаетесь? А мама такая, а вы меня знаете, а я вас знаю, да? А они, оказывается, знают, по имени-отчеству некоторые называют, вот что. Так они обращаются ко мне по имени и отчеству. Ну, А я на Спасибо них вам, смотрю. да. А я на них смотрю, ну потом я понимаю, что это зрители. ваши. благодаря этому маме и легче сейчас. И она выходит благодаря этому на улицу каждый день. Да, чтобы пообщаться с людьми. Спасибо вам, друзья. Ты знаешь, что завтра будет. Лайнер идет на взлет. Город исчез под крылом. Что написано в книге судеб, все произойдет, и ты не будешь готов. Ты выходишь на берег моря, тебя никто не найдет, и никто не ищет тебя. Что написано в твоей истории, все произойдет, не спрятаться от себя. Кто это все придумал? Я хочу остановить